Несмотря на серьезную предварительную подготовку к данному походу, мы и подумать не могли, как же тяжело нам будет. Нам необходимо было не только создать комфортные условия для теплой ночевки, ведь ночью по прогнозу нас ждал 20-градусный мороз, но и важно было преодолеть себя, ведь в какой-то момент мы были выхолощены до предела. Лично мне пришлось проехать сначала 400 километров за рулем автомобиля и сразу с колес отправиться в этот поход. Но я хотя бы управлял мотособакой и сидел, а вот моему напарнику пришлось еще и пройти весь маршрут пешком. Попутно мы прорубались сквозь заваленную упавшими деревьями старую лесную просеку вглубь леса. Какой нас ждет ночлег на старом полуразрушенном лесном кордоне, вы скоро узнаете. А вот, кстати, и место нашей сегодняшней ночевки. В общем, друзья, сегодня мы хотим переночевать именно в этой избушке. Это вообще бывший кордон лесничества. Они как бы утратили свою целесообразность в силу того, что появились у всех машины, у лесников, у егерей, да, и как бы уже вот эти кордоны перестали за ними следить. И, соответственно, как вы видите, такое состояние такое убитое прям максимально. Со мной сегодня Виктор с канала Лесные Тайны. Всем привет. И мы сегодня вдвоем сейчас займемся наведением здесь порядка. Дрова, наверное, сразу тоже. Да, дрова, печку. В перспективе еще лежаки какие-то сделать. Ну и, конечно же, дверь надо хоть как-то, хоть чем-то закрыть, чтобы не поддувало. Здесь, во-первых, и дикие животные есть, и рыси, и медведи в спячке, ладно. Но волки тут присутствуют, правильно я понимаю? Да, есть. Как вы видите, на окнах здесь решетки, но самих стекол нет. И, может быть, стрейчем закроем, ну, как вариант, как временная мера такая, чтобы просто не продувало. И степлером прибьем. Вроде потолок более-менее живой, он там чуть-чуть только отваливается. Ну, может быть, подпорку какую-то сделаем. Вот в этой избушке я видел классную скамейку, табуретку. По-моему, даже чайник видел. Что-то еще какие-то там приблуды непонятные. А вон та избушка, которая без крыши уже, да, ее можно вообще, мне кажется, просто пилить на дрова. Почему бы, собственно, и нет. То есть, ну, все равно уже ей конец пришел. Место находится далеко от цивилизации, далеко от людей. Вряд ли сюда кто-то к нам придет. Дикая живность здесь, опасная причем, хищники. Поэтому нам в любом случае надо как-то закрыться на ночь, дверь закрыть, ну, максимально закупорить все, чтобы на запах вкусной еды к нам никто не приперся. Ну и вон там я вижу лестницу. Возможно, она нам тоже пригодится. Так, ну все, что может гореть, я буду складывать, наверное, куда-то отдельно. В принципе, почему бы и нет, мы можем это спалить, вот эти дощечки. Буду бросать их в угол, а все остальное смету, подмету и, соответственно, буду выкидывать. Ну, а пока здесь убирать, Виктор пойдет сейчас искать доски. И, может быть, заодно и табуретки получится найти, которые мы тогда видели в прошлый раз. Сразу все это здесь занесем, положим и подумаем, как можно это будет использовать для улучшения жилища и нашей сегодняшней ночевки.
Нашел вот такое вот ведро, таз здесь на территории. Я думаю, что сейчас в него потом наберу снег. Здесь все снегом засыплю, весь пол. И получится такая влажная уборка. Просто в угол все это дело смету. То есть сейчас сначала сухая, а потом уже со снегом будет влажная. И после этого уже можно будет заколачивать дверь в первую очередь. Наверное, я плащ-палатку повешу. Потолки низкие, но нормально. Ничего страшного. Главное, чем ниже потолок, тем теплее помещение будет. Стройматериала, как вы поняли, на территории заброшенного кордона имеется в достатке. И из 4 изб при желании можно восстановить одну, а может даже 2. Но, как говорится, нам бы только ночь простоять, да день продержаться. Ведь сегодня нас ждет холодная ночевка, и это нас сильно беспокоило и подгоняло двигаться вперед. Печка довольно-таки объемная, весом, по-моему, около 15 килограмм. По-хорошему было бы, конечно, правильно сюда принести печь и вообще ее здесь где-то спрятать и оставить. Но это все-таки палаточная печь, и, конечно же, я ее не оставлю. А насчет пожарной безопасности говорить, конечно, не приходится, но сейчас что-нибудь подумаем, попробуем что-то придумать. Как-то обыграть, да, чтобы максимально обезопасить себя от возгорания. А можно ведь печь вообще сюда в это окно пустить. Здесь как раз ничего нет. Сейчас посмотрим. Затопите и сразу делаем полы. После чего уже можно будет за лежаки взяться и чуть-чуть выдохнуть. Ну и на ночь однозначно нужно какую-то дверь сделать, потому что без двери здесь, ну, повторюсь, таки просто опасно. Зверье прийти может какое-нибудь.
В этот момент у нас появилась надежда, что все будет хорошо. Печь, хоть и маленькая для такого помещения, но при должной герметизации комнаты, сможет как минимум не дать нам замерзнуть. Вообще, сидя дома и озвучивая это видео сейчас, я понимаю, насколько это было авантюрной идеей. Сходил в ту избу, надыбал, такие табуретки. Думаю, нам тут они очень пригодятся. Да, уже какой-то уют появляется с печкой. Все, последние штрихи. Сейчас прям вот буквально осталась последняя часть полов. Пришить их и все. И можно будет одно стекло закрыть стрейчем. Он сейчас специально разогревается около печки. Второе окно будем закладывать кирпичом. То есть здесь в соседней избе очень много кирпича осталось от кирпичной печки, да, которая обрушивается. И, соответственно, этот кирпич мы будем использовать как преграду от поступления холодного воздуха, да, то есть окно заложим кирпичом, и плюс ко всему он со временем, я надеюсь, еще и от печки будет немножко обогреваться, ну и плюс ко всему это тоже обезопасит еще и от возгорания, то есть кирпич будет таким пожаробезопасным щитом служить, чтобы от трубы не нагревались стены, рама окна бывшего. Ну, конечно, по-хорошему было бы сделать какую-то нормальную разделку, да, то есть под выход дымохода печного, но что имеем, то имеем. Попутно сжигая мусор, мы обогревались около огромного костра, за которым следил мой напарник Виктор. Тем временем мороз усиливается, и четкое распределение обязанностей в таком походе – это самое главное. Каждый занимается своим делом, ведь малейшая ошибка может стать большой проблемой для нас обоих.
Фигушки. Что не идет? Что там наверху интересно? Че, песок? Надо как-то это... Дай-ка. Достойно, уже пробую. Кричат. Ты я про что, как кричат. Упри пока это. Идет? Да, давай еще чуть-чуть. Еще. Стой, подожди-ка. Кстати, я тебе не показал прикол. Ты видел змею сушеную? Это змея, да, была в избе. Я ее что-то забыл продемонстрировать. Короче, высохла она. Вот. Не знаю, наверное, вкусно. Короче, сейчас задача какая? Отсюда прям тепло идет из окошка. И мы хотим все-таки и с этой стороны окошко закрыть также стрейчем. То есть мы вот где-то вот до сюда стрейчем закрываем. Потом прибьем дощечку и уже выложим как-то кирпичами, что ли, от той печки, из той избы. Чтобы уже, ну, не было никакого возгорания, да, возможного там, не знаю. Ну вот. Все, закрываем и, надеюсь, будет тепло у нас. Давай как-нибудь. Ну, это же сплошняком здесь. Фиг его знает. Да? Ну, есть как-то перемешку. Здесь так, здесь так. Вариантов-то нет особо. Я думаю, что сейчас мы температуру сможем там нагнать хотя бы градусов до 15 тепла. Время 11 ночи уже, делаем лежаки и спать. Завтра уже все остальные идеи будем реализовывать, какие только есть у нас. Слушай, она пошире. Да. Ну нормально, на ночь вот так закроемся. Все потеплее будет. Фух, сейчас давай подтолкнем. Можно вот так подтолкнуть. Она по ширине подходит. Вешать мы ее в любом случае не будем, несмотря на то, что есть петли. Она очень тяжелая. Килограммов, наверное, 40 весит, да? Да. Вот, ее вешать на мои петли точно не стоит. Кстати, холодает, градусов, наверное, 15 уже мороза. Фу, ощутимо прям. Ну, чувствуется, он пар идет такой. Благо, у нас там уже стало тепло. Надо погреться.
И остается сейчас сделать второй. Я думаю, уже Виктор его сделает сам. Осталось только напилить нужные материалы. Доски у нас на кровать есть, а вот пеньков вот этих вот не хватает. Сейчас сделаем. Избушка приобрела такой уже законченный вид. И то, что мы увидели, когда зашли сюда, и то, что мы видим сейчас, огромная разница. Полы появились, лежаки появились, печка теплая. И уже хочется просто, наверное, лечь спать. День был неимоверно тяжелый, и честно, было не до еды. Едва коснувшись лежаков, мы просто вырубились. Спалось, конечно, хорошо, но после пробуждения вся радость улетучилась от понимания, что печь давно погасла. Дом полностью остыл, а вставать из теплого спальника никто не хотел, понимая, что сразу начнешь околевать. Проснулись, печка потухла. Градусов, наверное, 5 тепла в лучшем случае сейчас. Все. Лежу и вставать неохота, и все думаю, вот какой же минус избушки огромный в том, что она тепло не держит. В землянке там намного теплее. Даже если печка потухает, то часов 5-6 все равно тепло держится. Вставать категорически неохота из спальника. Но придется сейчас печку растапливать, благо горелку с собой брал. Вот. Это хоть как-то облегчит задачу. А время сколько? Время 8. Вставать уже пора. Быстро вода закипела. Да. Печка хорошая, кстати. Прям, и тепло становится так быстро относительно. У нас проблема образовалась. У Виктора эти чуни не высохли за ночь даже. Да. Придется сушить. Выдержать. И так вчера экстремально все было. То есть, во-первых, добраться надо было очень далеко. Организовать себе условия. То есть мы вчера на морально-волевых все это делали. Просто чтобы обеспечить себе хоть какой-то малый комфорт для ночевки. Ну и в принципе нам это удалось. Ну еще попутно сегодня мусор весь сожгем, который там в коридоре есть, чтобы и коридор очистить. И я думаю, подметем тоже там. Чтобы
как бы полностью изба была чистая. И основное помещение, и там предбанник, так называемый, как они, сени. Ладно, пора кофеек попить. Там в углу щели обнаружил. Возможно, это и давало нам ночью холод, то есть приток холодного воздуха. Ну и плюс ко всему, когда выходили на улицу, да, там на избушку снаружи посмотрели, посередине избы на крыше снег растаял. То есть как раз тепло вот по этому пересечению бревен, видимо, как-то выходил туда наружу и растопил снег. Сейчас этот угол заделал он жутом. Еще плюс поверху верхний венец подделал. Надо было вчера сразу это сделать, и действительно, может быть, теплее было бы. Впервые за 2 дня здесь стало настолько тепло, что я уже сижу как бы вот в термобелье. Очень тепло, очень комфортно, и появляется даже такое желание остаться здесь на вторую ночь. Но дела, домашние хлопоты, поэтому мы все-таки уедем домой. Наверное, это будет уже ближе к вечеру. Дорогу мы на собаке вчера пробили, соответственно, ну, как бы по тем же следам и поедем. Плюс ко всему, вчера еще просека, вот эта вот лесная просека идет, да, она, естественно, вся в запущенном состоянии находится. И вся в завалах. Все завалы мы максимально убрали. Именно для этих целей мы и брали бензопилу, потому что люди, да, задаются вопросом, зачем вы ее тащили. Ну, здесь, по сути дела, она не так уж сильно и нужна была, да. Единственное, она позволила быстрее сделать лежаки, быстрее все сделать, все работы осуществить. Но в целом, действительно, здесь можно было бы обойтись и ручной пилой. Но цель была именно в том, чтобы пробить сюда дорогу. И мы это сделали. То есть на обратном пути мы поедем, может быть, еще где-то завалы поубираем, посмотрим по времени, уже по ситуации. Вот. Ну а сейчас сделать стол надо. Самый простенький. То есть я уже приготовил такую деревяшку, да. Примерял ее уже, вот, ну, где-то вот на этом уровне надо приколотить. И, соответственно, стол будет метровый. То есть здесь на этом лежаке 2 человека могут сидеть. И здесь еще табуретку можно будет поставить, тоже за этим столом сидеть.
стаканы, специи, может быть, да, здесь раскладывать. То есть, когда готовишь за столом, и что-то сюда можно было бы положить. И, кстати говоря, мы сюда тетрадь оставим. Вот. Я сюда принес тетрадь для записей. Мы запишемся с Виктором и где-нибудь здесь ее положим. Ну, или, может быть, на столе, да, чтобы, если кто-то вдруг придет, мог здесь отметиться в этом месте. И нам будет очень приятно. Потому что мы поработали для того, чтобы и люди сюда могли приходить, да, и могли наслаждаться лесом, могли просто гулять, просто отдохнуть, просто провести здесь прекрасное время. Решили мы все-таки в предбаннике тоже все порядок навести немножко. Это, ну, толкай, я сейчас попробую приподнять эту тумбочку. О, все. О, хорош, чтобы не упало. Все. Все вынесем. Запись. 1963 год, Михеев, ВС, что-то МНФ, непонятно, 1900, 19 нет, не знаю, что это за цифра, Маргинов, ВН, и что-то здесь буковка F. То ли построили эту избу, сложили, да, вот эти люди, то ли просто, может быть, кто-то отметился, но вряд ли, скорее всего, вот действительно, это и есть строители, да, то есть 1963 год. Но в этой избушке, видите, то есть даже стекло сохранилось очень хорошо, хорошее такое. У нашей там ничего не сохранилось, мы кое-как щели все позакрывали. Продолжаем мусор собирать сейчас. Ну, просто от этой избы все перекладываем в старую, потому что пусть хотя бы одна будет иметь красивый внешний вид, да, ну а вторая уже как бы ладно. Как бы спасибо тем людям, кто построил эту избушку. Давайте зайдем в нее, посмотрите. Сейчас время есть свободное немного. Какой здесь бардак. То есть вот шибер мы кладем. Тут какие-то непонятные тряпки. Вот, кстати, доски можно отсюда тоже будет потом использовать на строительстве той избушки. Ну а внутри вот она, печка. Шикарная. Просто обалденная печка была. Огромная. Мы из нее кирпичи вчера брали. Ну вот, классная печурка. Здесь вон даже плакаты какие-то висят. Доски мы здесь брали. Ну, по сути дела, если заморочиться, то можно здесь просто хотя бы порядок навести вот в этом помещении. Но зачем? Я не знаю зачем, да, то есть, ну, понятное дело, что вот эта вот печка, она все равно рано или поздно либо обвалится, либо, ну, короче, может кого-нибудь накрыть. Тем более, видите, потолок здесь уже сыпется, то есть он подгнил, по всей видимости. Единственное, можно отсюда, например, шкафчики забрать в дальнейшем. То есть вон шкаф висит, и я вижу еще вот шкаф лежит. То есть их как-то очистить, снегом почистить, там, не знаю, водой.
и уже будет все намного лучше. Жалко, конечно, да, что такие места пришли в запустение. Когда-то здесь кипела жизнь. Лесные вот эти вот кордоны, они существовали для того, чтобы обеспечивать безопасность, в первую очередь, леса от незаконной вырубки, да, и обеспечивать безопасность животных. Уже егеря этим занимались, чтобы не было тоже бесконтрольного отстрела. Ну и плюс сами контролировали популяцию каких-то животных, например, волки, насколько я знаю, их популяцию часто контролируют лисы, чтобы не было вспышки бешенства, тоже их отстреливают. Ну, по всей видимости, и медведи, я что-то слышал, в каком-то регионе сейчас медведи отстреливать стали, ну, потому что их очень много стало. Как-то так. Жалко, да, но куда деваться? Кратко, для записей. Попозже запишемся уже перед уходом. Короче говоря, оставим здесь консервы горбуша, которые должны были быть использованы на суп. Дело в том, что мы вчера, видимо, картошку потеряли. Ну, пока вот везли в волокушах еду, все, на всю нашу провизию. У нас там пакет в одном месте порвался. И вот, ну, каким-то образом, короче говоря, картошка рассыпалась. В общем, ничего страшного. Лоси поедят. Поэтому помпезного какого-то обеда у нас не будет, просто тушенку с гречкой поедим и все. Вода закончилась, начали уже снег топить, но родник сейчас все равно потом посмотрим, ручей. Вот. Че, как, по-моему, уютно стало, Да, да? очень классно стало, да. Прямо вообще по сравнению с тем, что было до нас, теперь конфетка прям. Ну, целая изба, действительно. Да. Сейчас коптер запускали, тоже посмотрели сверху. Выглядит прям шикарно. Ну, а те избы, да, что-нибудь с ними придумать. Одну точно разобрать можно будет, вот, которую ты вчера начал разбирать. Там на доски, на эти, на бревна, на дрова, да. Что тут какие-то странные. Ну, этот снег-то. Медведь пришел. Ну да, и ночью какие-то странные звуки были. А ночью я, когда один раз проснулся, такое ощущение, что лиса где-то здесь ходила. Да, я тоже вот за окном чувствовал. Да и? Что-то вот что-то ходит. Сюда вроде нет. Вчера прикол просто был. Тушенку поставили на печку. И что-то мы про нее забыли. А потом смотрим, уже банка вздулась. Ну это да, без кадра было, без съемок. Открываем ее, как брызнуло во все стороны. Мне в лицо прям залетело. Не, ну штаны тебе, да, в лицо прям везде, во все стороны. Да. Ну, в целом так все. Все, что хотели, задуманное сделали. Сейчас поедим, короче говоря. Вещи соберем, дорожку отдохнем немного. Дорога длинная, повторюсь, и стартанем. Ну, реально очень тепло. Как дома. Даже, наверное, теплее. Двери не хватает нормальной, утепленной, прям такой хороший. Было бы еще лучше. Ночью, наверное, минус 20 точно было. Да, давило конкретно. Прям мороз давил. Я утром вышел прям, пару кадров сделать еще, такие в полутьме.
У меня прям руки отваливаются, я без перчаток вышел. Очень холодно было ночью. 20 точно зашли. 20 не было. Тем не менее, изба выдержала, да, испытание. Угу. Вообще, хорошая избушка. Я доволен. Да, я тоже. Можно провести эксперимент, уже взять печку пошехонка маленькую. То есть вот эта она весит 18 килограмм. Ну, как бы, блин, поэтому и собака-то у нас была мото. А если печка была бы легкой, то можно было бы и без мото собаки. Да, она была кушах. Мгм. Ну и вещей много было, гвозди, там всякие вот эти вот саморезы. Думали, ну, еще больше сделать работы. Но на дверь уже сил просто нет. Да, вчера и так на последнем издыхании работали. Да у меня в какой-то момент, я говорю, прям я чувствую, что, ну, все, сейчас сдамся. То есть, ну, мне реально тяжело было. Тоже так же было. Ну, такие моменты, они запоминаются, то есть, вот, как Да. бы преодоление себя. Я лично вот эту поездку прям, ну, вспоминать долго буду, эту ночевку даже. Для меня это на всю жизнь воспоминания. Кстати, приняли решение такое быстрое, скоротечное, назвать эту избу осиная. Ну, здесь осиные гнезда висят на потолке. 25 января 2025 мы пришли сюда, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту избу. Думаю, ей очень подойдет название «Осиная изба». Мы смогли сделать полы, убраться, заделать герметичные окна, поставить 2 лежака и заночевали в минус 20 мороза. Печка справилась, а мы утром проснулись живые и здоровые. Следите за чистотой, любите природу. Алексей, лесной строитель, 26 января 2025. А с Алексеем был я, Виктор, с YouTube канала «Лесные тайны», вон из чата. Вон из чата. Все, мы уходим. Ну что, друзья, спасибо, что провели вместе с нами время, побывали в этой избушке вместе со мной, Алексей, канал «Лесной строитель», вместе с Виктором. С канала «Лесные тайны». Удалось нам переночевать в серьезный мороз, минус 20 градусов. Какие-то условия для комфорта смогли мы создать. Возможно, вернемся сюда еще раз когда-нибудь. Все будет зависеть не только от нашего желания, но и от вашего интереса, скажем так. На этом на сегодня все. До скорой встречи. Пока-пока. Я думаю, что если кто-то сюда и придет, то будет доволен и не будет здесь мусорить. Вот. Это такое послесловие. Берегите природу, соблюдайте чистоту. Всем добра. Пока-пока. Утром проснулись живые и здоровые. Следите за чистотой. Мы можем там для меня мое, для тебя твое. Ну что? Подожди, что-то все тут через жопу. Вон из чата. Вон из чата. Все, мы уходим.